Здравствуйте. Кондратьевский? Да. Какой у вас необычный макияж. Спасибо. Ну, извините, что как бы говорю об этом, но просто редко в машину садятся так. Вообще девушки ко мне не так часто садятся в машину, особенно вот с такой красотой на лице. А вы типа... Ну просто это же надо этим как-то увлекаться, да, я так понимаю, может вы визажист там или я не знаю. Извините, что спрашиваю. Не визажист, но я художник. Рисовать на лице примерно то же самое, что и на картинах. А вы, я еще раз задам вопрос, если можно, а вы каждый день так, ну, даже на время надо, да, я так понимаю? Или это хорошо, давайте так, это по поводу, или это вот каждый день вы так, или под настроение, как это происходит? Ну просто я вижу, что это так трудоемко. Вообще под настроение, и в моем случае совершенно не трудоемко. Просто встаю, открываю, у меня такая огромная палитра, всякие кисточки, все разноцветное, там блестки, очень много всего, просто что нравится, то намазываю. Нет, не принцесса. А кто же? Королевна. Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду, пиши. Буквально 3 секунды, все, уже красиво. Это вы за 3 секунды такое сделали? Ну, не 3, конечно, но достаточно быстро, да. Это не занимает никогда много времени. Мне не приходится для этого заранее вставать, ставить будильник на пораньше, просто раз, два и пошел. Ну, просто мы все мужчины знаем, что женщины всегда, ну, скажем так, не знаю, как слово-то подобрать, плачут, но это, наверное, некрасиво будет говорить, но говорят, что это, типа, отнимает катастрофически много времени, и когда куда-то они собираются, что им надо чуть ли там не целый час для того, чтобы накраситься. Причем не так, как вы. Зачастую даже непонятно, накрасилась она в итоге или нет. Ну, то есть там что там, стрелки час рисуют или что еще там, как... Я не очень в этом разбираюсь, Силен, но у вас, видите, значит, как сказать, профессионал, видимо, у вас все хорошо. А как раз в этом и суть. Накраситься так, как будто ты не накрашенный, это сложнее. Потому что накраситься так, чтобы это было прям... Как группа KISS? Ну, вот это проще. Просто взял, как-то налепил, это уже смотрится интересно. А если нужно как-то незаметно, аккуратно, то вот сидишь и начинаешь там вот это вот все. Так что, так, допустим, стрелка не в ту сторону пошла, дорисовал вторую. Две стрелки, все, вообще без проблем. Я прослушал в итоге, вы каждый день, да, вы говорите, или под настроение? Под настроение. То есть бывает, вы не накрашенные выходите? Да, да. Понятно. Когда как? Понятно. Так вообще вот учусь на художницу. Будет у меня все хорошо, красиво. Вроде сейчас ничего, но хочется же еще лучше уметь. Чтоб прям... Вот человек смотрел и думал, блин, вот да. Ну, вот я смотрю и думаю, да. Ну, то есть как в положительном смысле. Так не на меня, на картины мои. Нет, ну подождите, у вас получается, у вас вот вы учитесь на художника, и оказывается, вот сейчас для меня получается открытие, что для художника оказывается спектр профессий, на которых она может остановиться, шире, чем просто художник. Ну, правильно я понимаю? То есть визажист, как минимум, верно? Татуировщик, да? Вот Да, да. Пришло на ум, что татуировкой можно заниматься. Ну, какие-то там еще, может, не знаю, декораторы, там, дизайнеры, да? Ну, то есть, типа, есть какие-то варианты, не просто как мы представляем всех художников, да? Там, ну, это что же стереотипное мышление? У меня в голове это сумасшедший Ван Гог, отпиливающий себе ухо в поисках творческого порыва. Ну, то есть, какие-то такие вещи. Или там какой-то, ну, такой небритый дядька с длинными волосами, который там что-то делает. Это уже скорее не обязательная опция. У Мольбера. Не обязательно. Не обязательная опция, да. То есть Никос Сафронов, дядька с длинными волосами, но выглядит вполне себе ничего. Да. И чувствует себя, видимо, тоже. Круто. В целом, любое образование, оно развивает мышление, и художественное также.
Сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии принято разливать чай через ситечко. Вы знаете, необычайно эффектно и очень элегантно. Изучаешь, как там кто что-то делал, и как бы за счет этого расширяется кругозор, появляется больше каких-то идей, что можно сделать. Это в целом любое образование, куда бы ни пошел, это учит думать. Если ты умеешь думать, ты везде пригодишься. Я вот здесь не совсем согласен. Ну, как человек, который прошел через 2 высших образования, могу вам сказать, что если это не такое, знаете, вот узкоспециальное, типа вот там школа милиции, например, или вот у вас художественный какой-то институт, и то я понимаю, что человек, который, например, которому дано, у которого талант, он может рисовать красиво и без этого института. Ну, согласитесь. Да, так я сейчас не об этом, я именно о том, что само по себе образование учит думать. А вот что делает само образование, сейчас вам скажу, как я уже сказал, что человек. Это развивает коммуникативные навыки. Да. Да? Первый момент. Второе. Вы, скажем так, обрастаете на первом этапе своей жизни какими-никакими связями, которые могут пригодиться вам в будущем. Да, с более взрослыми людьми. Это уже не друзья детства, а более взрослые люди. Согласны, да? Да. Вот. И, соответственно, третий момент – это развитие навыков, помогающих в жизни добиваться целей. В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной. Ну, поясню. Не всегда же получается все выучить. Где-то нужно договориться, схитрить, может быть, суметь сделать так, чтобы оценка была чуть лучше, чем она есть на самом деле. Ну, то есть вот развитие навыков для достижения целей, вот так их обозначим. Так это же есть мышление, не обязательно же Наверное, да. Не обязательно же, мышление это не то, что ты знаешь, кто когда родился и когда умер. Это именно когда ты можешь договориться, что-то там с кем-то, что-то. Сколлаборироваться, вот, говоря да. новым языком, да. Это же все и есть мышление. Да, согласен. Ну, вы молодец. А сколько вам учиться осталось? Да недолго, 1,5 года всего. 1,5 года всего. А где вы учитесь? Вот я знаю один у нас творческий вуз, скажем так, на Солевом переулке. О, поверьте, я учусь самому лучше. А, да? И как он называется? Что смешно? Это была сарказм сейчас был по поводу самого лучшего? Да. Так. Его нельзя называть вслух? Это как Волан-де-Морт, что ли? Примерно так. Ну тогда ладно, давайте не будем. Хорошо. Окей, как скажете. Вот перед белой машиной остановлюсь, нормально будет? Да, можно тут. Смотрю, где луж нет. Так, у вас наличные. Блин, наличные не взял вперед. Ладно, так, 783 рубля. 783 рубля. Сдачу понадобится? Да, сейчас посмотрим. Так. Знаете, есть вероятность, что у меня, походу, с собой нет наличных. Ну, можете нам привезти по карте. Блин, телефон разрядился, я пострадаюсь. Мы можем зарядить. Была бы зарядка. У меня есть зарядка. Слушайте, есть у меня одна такая идея. Мне кажется, вам очень должно понравиться. Блин, это очень, конечно, начало прекрасное. Да. Но я женат, если что. Не, немножко другая идея. Вы же знаете, что я художник. У меня с собой как раз есть кое-что. Что интересное. Краски? Еще лучше. Картина, которая может через буквально полгода стоить огромных денег. Честно сказать, я бы сейчас ее уже продала за просто огромную сумму, но я берегу на будущее, потому что, потом я смогу заработать, 1050, сейчас окей, 1020. 50 же лучше, чем 20. И я бы могла вам, допустим, за эту картину? Конечно. Можно посмотрю? Да, без вопросов.
За эту картину Да. вы думаете, что выручите 50 тысяч? И сейчас 20. Я не думаю, я знаю. И что вы предлагаете по итогу? Ну, я вам дам картину, вы мне немножко доплатите. Ну, вы человек хороший, давайте 5 000. Я вам ее отдам и... Вот. То есть она мне обойдется в 5 783, правильно? Блин, ну это, конечно, очень дешево, но... Ну, хороший же человек. Хорошему человеку хочется что-то хорошее. А вы сами оцениваете картину в такую стоимость или как? Ну, просто мне интересно. То есть вы как вы посчитали, что она вот столько стоит? Я просто в искусстве не особо силен. Но если бы это был Рембрандт, я бы понимал, что да, наверное, она стоит этих денег. Ну, то есть мне нужно вам на слово поверить. Так это лучше, чем Рембрандт. Это лучше, чем Рембрандт? Это вы? Да-да-да. Ну, вы знаете, вот честно могу сказать. Во-первых, вы меня отвлекли своим, видимо, макияжем. Обычно я беру вперед деньги, когда длинные поездки и за наличные. И вот я пропустил этот момент, и в итоге сейчас вот смотрю на эту картину, не Рембрандта, а лучше. И, ну, смотрите, вот честно, люблю творческих людей, правда, но я не готов доплачивать еще за то, что я пытаюсь заработать денег в такси, а мне еще нужно доплатить. Вот, спасибо за комплимент, что я хороший там человек и так далее. Я готов просто сейчас вот просто не тратить время и не нагнетать обстановку, взять эту картину, так уж и быть, без всяких доплат. Вот просто я возьму, у меня есть дети, которые тоже рисуют, может быть, им как-то это все понравится, но я не готов доплачивать за нее. Хотите, я вот просто возьму ее, как говорится, и без дополнительной платы. Если нет, то, ну, надо как-то решать по-другому, я не знаю. Ну, ладно, вам разрешаю. Можете Серьезно? взять, да. Блин, вот даже ругаться с вами не хочется. Вот честно, так и видимо, у вас замечательно. какая-то положительная аура. Ладно, поверю вам на слово, что деньги пропали, забыли и все остальное. Ну все, всего хорошего вам. Спасибо вам тоже. Ой, ладно, не забывайте больше деньги, а то на все такси не хватит картин, замучитесь рисовать. Да. Всего хорошего. до свидания. Пока-пока. Но детям эту картину показывать нельзя. Нельзя, конечно же. Я ее оставлю просто, знаете, как музей Поле чудес. Что я взял в оплату? Что я беру? Видимо, скоро будет музей такси хайп. Что у меня забывали в тачках, что мне впаривали, на что меняли. Это, конечно, будет эпично. Готовы картину посмотреть? Присядьте. Присядьте. Та-дам! Значит, что мы здесь видим? Мы видим унитаз с языком и сиськи. Головомойка написано. Я не знаю, что нужно употреблять, чтобы такое рисовать. То, что это не Рембрандт, это точно. Насчет лучше пока не уверен. Но вот я сейчас выделываюсь, а может через 20 лет человек станет настолько известным, что я засажу эту картину за 784 рубля и заработаю рубль за 20 лет. Вот это будет круто. Друзья мои, хотите аукцион? Значит, начальная цена 783 рубля. Пишите в комментариях, кто больше. Устроим аукцион. Кто готов ее купить? Кто готов ее купить, предлагайте ваши деньги. В общем, холст. Картине год. 31.07.22 написано. Называется «Головомойка». Вот, пожалуйста. И на ней какой-то, я так понимаю, подпись художника. А, еще уточка есть. За уточку еще доплата. 10 рублей. Сука. Какой же я дебил! Ну ладно.
бардачок полный. Пишите, сколько денег даете, пишите. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.